Всем привет, друзья! Сегодня исторический момент в американском футболе Украины. Мы объявляем драфт в сборную. У нас в гостях тренера сборной Фрэнк Блотери, и главный тренер сборной Альфонсин Уильямс. Альфи сейчас зачитает список игроков, которые будут приглашены в тренировочный лагерь. Лагерь будет проходить в Белой Церкви с 30 сентября по 1 октября. Тренерский штаб просмотрел очень много видео, очень много статистики, присутствовал на играх. На основании этого был сформирован список игроков, который был разделен на 3 пика. Первый пик – это топ-игроки Украины, пребывание которых в тренировочном лагере на себя возьмет Лига. Ребята, которые попали во второй и в третий пик, скажем так, должны будут обеспечить свое проживание самостоятельно, но у них есть шанс побороться за место в основе. Потому что ни первый, ни второй, ни третий пик не гарантируют в принципе ничего. И я так понимаю, что лагерь будет построен, скажем так, на основе соревновательной. И есть шанс даже из третьего пика попасть в основу. Итак, что скажешь, Алфи? Sophie, what do you say about it picking? Well, first off, it is a privilege and an honor to coach the Ukrainian national team. It's going to be a challenge, but it's one that I feel that myself, the coaching staff, and the players are ready for. Во-первых, это очень огромная честь быть коучем, или как же у нас принято называть, тренером национальной команды, и это будет большим челленджем как и для тренеров, так и для игроков. Ну что, у Альфи есть 3 списка. Вот, предлагаю всем запастись попкорном, заварить себе крепкий кофе. И мы начинаем. So, the first pick for the Ukrainian national team is quarterback Maxim Cherepivsky of the Kiev Bandits. Первым пиком в Украинскую национальную лигу будет Максим Черепинский из Kiev Bandits. So, Maxim is a very experienced player. I've had the honor of meeting him and the opportunity to coach against him. It'll be fun for once having him on our side. Максим очень опытный игрок, и Альфи имел такую возможность видеться с ним вживую и также быть тренером против него. И говорит, что это будет очень интересным соревнованием, и тоже, опять же, интересно наблюдать за действием. So, the next pick from the Uzhgorod Lumberjacks, Roman Busklavsky. Следующим пиком будет игрок из Ужгорода, Роман Буславский из Богуславский из команды Lumberjack. So again, we've filled the team with a lot of experience, a lot of leadership, and we hope that these guys can bring that to the team. Опять же, команды наполнены очень большим количеством опытных игроков и отличных лидеров. Well, I'm saying I'm hoping that these guys can bring the type of leadership that they share on their own teams to the national team. Альфи говорит, что будет очень интересно наблюдать за тем, как игроки перенесут опыт из своих команд в национальную и перенесут свой опыт. No problem. Yep. Sorry, just like no experience. No, don't worry about it. We're all good. It's fine. Yeah. All right. Okay. Then I'll be more relaxed. Thank you. Exactly. Chill. It's fine. All right. So, the next pick from the Kharkov Atlants, Alexander Likorenko. Следующий пик из харьковских атлантов Александр Ликоненко. На какой позиции он играет? And what position he is playing? Running back. Running back. So the next pick from the Kiev Bulldogs, running back Yevgeny Slobodanuk. Следующим пиком на позицию раннинбека будет Евгений Слободанов из киевских бульдогов. Слободанюк. Ничего, да. Из киевских бульдогов. Из киевских бульдогов. I've had great experience working with the Kiev Bulldogs. They were my first coaching experience here in Ukraine. Coach Ruslan has done great things with the program.
and it'll be great to get to coach with some of these guys again. У Альфи был очень обширный опыт тренерства именно в этой команде, и будет очень интересно поработать опять с этой командой и вернуться, скажем так, к истокам. So the next player I have had the privilege to coach is from the Kiev Patriots. He is an offensive lineman, and his name is Vitaly Lisi. Следующий пик — это Виталий Лысый. У Альфи был опыт тренерства. Он сейчас, Альфи сейчас тренирует этого игрока. Это игрок линии нападения из киевских патриотов. So the next pick I'm also proud to announce is also from the Kiev Patriots. His name is Anton Sosura, and he is a center. Следующий пик также из киевских патриотов, Антон Сосюра. Он на позиции центра. So, moving forward, the offensive line is very, very important. So the next pick will be an offensive lineman from the champion Uzhgorod Lumberjacks. His name is Vitaly Melnik. Следующий пик — это Виталий Мельник из ужгородских лесорубов. Альфи говорит, что нападение — это есть очень важная часть игры, поэтому это будет одним из ключевых тоже игроков. You can continue on. So I will name the next two together as they are part of the same team. And in my opinion, two of the best players in the league. One, Stanislav Yakin of the Kiev Bulldogs, and Nikita Vosyuk, also of the Kiev Bulldogs. Следующих двух игроков называем в паре, потому что они, опять же, часть одной команды. Одного зовут Станислав Якин, а второй Никита Васюк. So, moving forward, the next pick is one of experience and talent. The first is Dmitry Serbin. Serbin. Yeah. Let me do that again. The first is Dmitry Serbin of the Kiev Bandits. Следующим пиком будет Дмитрий Сербин из киевских бандитов. Это очень опытный и талантливый игрок, как считает Альфи. Да, он играет на позиции принимающего. So, the next pick is an extremely talented wide receiver, also from the Kiev Patriots. His name is Maxim Gom. Следующий пик на позиции wide receiver тоже один из киевских патриотов, Максим Гон. So, the next pick from the Kiev Bandits, Misha Kulik. Следующий пик из команды «Киевские бандиты» Миша Кулик. И сейчас Олег расскажет поподробнее. Замечу, что Миша, или Михаил, наверное, правильно будет, обладает таким уникальным качеством, как, на мой взгляд, у него невероятная взрывная скорость. То есть, скажем так, он всегда бежит как ракета. Вот. И я, когда играл против него на позиции лайнбекера, честно говоря, при его массе 107 килограмм, реально страшно. Вот, потому что остановить его практически невозможно. Поехали дальше. Continue. So, the next pick from the Kiev Bulldogs, very, very talented tight end wide receiver. His name is Igor Lysenko. Следующий пик также очень талантливый игрок из киевских бульдогов, Игорь Лисенко на позиции вайд-ресивера. И тайтенда. Moving forward, the next pick is another very talented, very experienced player. His name is Igor. Actually, that's not his name. Forget about it. Yeah, it was skipped with stuff. Let's go here. So, the next person I've had the privilege to work with is from the Kiev Patriots. His name is Yuri Gundic. И следующий игрок, кому Альфи посчастливилось опять же с ним иметь опыт тренерства и опыт общения, это Игорь Гулич, тоже из киевских патриотов. Moving forward, we have another talented individual. I believe our first individual from the C division.
I've known him for quite some time as he used to play with the Bulldogs. His name is Alexei Zorin. Следующий пик — это Алексей Зорин. Алфи говорит, что это тоже пополняет команду талантливых и очень опытных игроков. И один из тоже ведущих, скажем так. Да, но опять же, он играет в дивизионе С. Да. Но когда-то он играл за киевских бульдогов. So the next pick from the Kiev Bandits. Please forgive me for not saying this name properly. Timur Litvinov. That's Литвинов. okay. Да. Тимур Литвинов. Great. Следующий пик, опять же, из киевских бульдогов — Тимур Литвинов. Из киевских бандитов. Бандитов. Да, и он играет на позиции defensive end. Right. Unless there's some trade we don't know about. Okay. So the next pick from the Kiev Bandits, D lineman Kostya Mishenko. Следующий пик из киевских бандитов будет Костя Мищенко из Из бандитов, да, который играет на позиции дилаймана. Замечу, что Костя также играет в качестве легионера в чемпионате Венгрии. So the next pick is another experienced defensive tackle from the Uzhgorod Lumberjacks. His name is Yevgeny Rahimov. Следующий пик, опять же, пополняет опытом и талантом в команду Евгений Рахимов из ужгородских лесорубов на позиции D-tackle. So the next pick, again, very experienced, and I've had the privilege of coaching with him, from the Kiev Bulldogs, Mikhail Alexandrov. И следующий пик из киевских бульдогов Михаил Александров. И вот Алфи говорит, что опять же посчастливилось быть тренером и тоже иметь личный опыт общения с человеком. So the next player from the Kharkiv Atlants, Andrei Sukanov. И следующий игрок из харьковских атлантов Андрей Суканов. Yes. Да. Тоже детектив. Тоже D-tackle. Yes, also defensive. Да, то есть мы имеем 4 детеклов, а по-моему там в основе максимум 3. Вот. А может быть даже и 2. Поэтому я думаю, что борьба будет очень жесткая. So next we have two very experienced, very talented linebackers, both from the Kiev Bandits. The first, Alexander Novoselov and Sergei Budilov. И следующие два игрока — это оба лайнбекеры из киевских бандитов. Вот еще раз. Александр Новоселов и Сергей Будилов. Сергей один из самых опытных, скажем так, игроков на позиции лайнбекера в принципе в Украине и один из тех, кто стоял у истоков команды бульдоги, простите, бандиты. Да, sorry. They're going to do a lot of great things, I believe, for the national team and the defense. Алфи говорит, что он думает, что они вкладут очень большой внос в подальшее развитие. All right. Up next, we have, let's say, two more linebackers, right? Also from the same team, so I'll say them together. Igor Potsky. Yes. Yeah. And Vladimir Kulchitsky. И, как вы уже слышали, следующие два игрока — это Игорь Плотский и Владимир... Игорь Процких. Да. И Владимир Кульчицкий. Тоже оба на позиции лайнбекеров из одной команды. Из киевских патриотов. Да. Yeah. Right. So, the next pick from the Uzhgorod Lumberjacks, Konstantin Usikov. И следующий пик из ужгородских лесорубов Константин Усиков. And which position he is? So, linebacker. Опять же лайнбекер. Пока 5 лайнбекеров. Yes. Also, another linebacker from the same team, from the Uzhgorod Lumberjacks, Ivan Gorvat. И следующий лайнбекер тоже из той же команды Иван Гороват. Да. То есть у нас есть 6 лайнбекеров из 3 команд. Интересно, на самом деле, попадет ли из одной команды 2 лайнбекера в сборную? The final linebacker of this first round, also from the Kiev Patriots,
very talented, can play multiple positions. His name Udalov Valentin. И, опять же, заключительный лайнбекер тоже из команды киевских патриотов Удалов Валентин. So, now we're going to move to a few cornerbacks. Right? The first, from the Kiev Bulldogs, Denis Levchenko. И продолжим список несколькими квотербеками. Корнербеками, да. Извиняюсь. Продолжим именем Игорь... What's his last name? Левченко. Из киевских патриотов. Бульдогов. Unless he wants to come to the... No, okay. You give freedom. Yeah, sure. Just joking. So the next cornerback, very young but very talented, from the Kiev Patriots, Sergei Lusachenko. И следующий квотербек, несмотря на свой... Корнербэк. Опять же, корнербэк. Может быть, он когда-нибудь станет квотербеком, но пока он корнербэк. Вполне возможно. Опять же, Алфи говорит, что несмотря на возраст, очень талантливый игрок. И вот опять же напомним имя. What's his name again? Sergei Lusachenko. Сергей Люсиченко. Right. Now the next pick is from the Spartans, a different division. His name Maxim Kuzmenko. И следующий игрок и уже из команды Спартанцы Максим Кузьменко. Great. Right. Now moving forward into the other members of the defensive secondary. Okay. From the Kiev Bulldogs, good player, great athlete, Alexander Posunko. Следующий defensive back это Александр Посунько из киевских бульдогов. Очень опытный игрок из Днепропетровска, который уже много лет играет в Киеве, и он отличается очень жестким ударом. На самом деле Александр очень сильно бьет. Okay. Now the next pick from the Lvov Lions, safety, Ivan Oleksuk. И следующий пик из львовских львов на позиции сейфти Иван Лысук. Алексюк. Да, Ваня Алексюк. Опять же, он тоже играет как легионер в Венгрии. Okay. Очень перспективный молодой человек. Итак, мы закончили называть претендентов из первого пика. Сейчас переходим к пику номер 2 и номер 3. На самом деле у ребят есть невероятный шанс побороться за место в основе. И я думаю, что очень круто будет подвинуть кого-то из пика номер 1. Поэтому, ребята, вперед. So continue on the second pick. Okay. Well, actually, we have one more in round 1. Okay. У нас есть еще один из первого раунда, на самом деле. To close out round 1, from the Uzhgorod Lumberjacks, Andrei Turyanitsa. И следующим пиком, заключающим, будет Андрей Турьяница из ужгородских лесорубов. Чтобы, так скажем так, подсуммировать первый пик. So, on to second the second. Okay. Продолжим ко второму. Okay. First pick of the second round, from the Kiev Patriots, quarterback Alexander Hudayev. Yeah. Hudayev. So, Yep. first pick from the second round, from the Kiev Patriots, quarterback Alexander Hudayev. Первым пиком второго раунда будет Александр Худаев из киевских патриотов на позиции квотербека. Yeah, he's just going to keep getting better. He just needs more reps. He doesn't have the experience of the first round draft choice, but he is every rep he gets, he's going to be Alexander will be better. Скажем так, подсуммируя, Александр подает очень большие надежды и говорят, что будет только набираться опыта, главное дать ему больше практики. The next player from the Kiev Bulldogs, I've seen grow quite a bit over the past 2 years. Quarterback Konstantin Oleynikov. Олейников. И следующим пиком, опять же, на позицию квотербека будет игрок киевских патриотов Александр... Бульдогов? Да. Александр Олейников. Да, есть.
И Алфи говорит, что тоже имел возможность увидеть рост игрока за последние 2 года и достаточно впечатляющее зрелище. Yeah. Good. The next pick, another guy who is explosive, hard-hitting, and experienced. From the Dnipro Rockets, Anton Dolgopolov. И следующий игрок из команды ракеты города Днепропетровска будет Антон Долгополов. Антон Долгополов. Алфи говорит, что это очень, скажем так, взрывающий и сильный игрок, и, опять же, опытный. The next pick, from the Kiev Patriots, Dima Zaharаш. И следующий пик из команды «Киевские патриоты» Дима Захараш. You know, he doesn't have the traditional size of a tight end, but he's an athlete. He's kind of a betweener between a wide receiver and a tight end, so you can do a lot of things with him in the offense. Тоже вроде как игрок и необычного размера вот для тайт-энда и ресивера, но имеет такую возможность проявлять себя в обеих позициях очень хорошо. So the next pick, defensive lineman, who again has shown a lot of growth. He plays angry with an attitude, which I love. From the Kiev Patriots, Simon Yefremov. И следующий игрок на позиции D-end это Симон Ефремов из команды «Киевские патриоты». Some definition of hard work. When the whistle blows, he's ready to play. He wouldn't even need pads. Семен это вот прям, скажем так, обозначение настоящей, скажем так, очень трудолюбивости. Только, как говорится, английская только подуть, есть свисток, он готов драться, и на самом деле ему даже не нужен каркас и шлем. So the next pick, very talented, very young, but he will get better. His name is Yuri Fedosov. He is a defensive lineman from the Kharkov Atlants. И следующий игрок из харьковских атлантов на позиции D-энда. Юрий Федосов, defensive lineman. And do you have few words? So he's very young. He has a lot of talent. He's going to get better with time. Он, несмотря на то, что очень юный, у него очень большой запас таланта, и он будет улучшаться и улучшаться со временем. The next pick, wide receiver from the Kiev Rebels, Andrei Borisov. Андрей Борисов, wide receiver из киевских Rebels. The Rebels are doing a lot of good things, a new team, so it'll be interesting to see what he can contribute. Поскольку Rebels это абсолютно новая команда, они делают очень, опять же, много новых вещей, будет очень интересно посмотреть на взаимодействие. The next two picks come from the Vinica Wolves. Wide receiver, Yaroslav Sidoruk, and running back, Alexander Bogach. Из Винницких волков, say it again. Александр Богач. Александр Богач, который играет на позиции раннинбека, и Сидорук Ярослав, который играет на позиции принимающего. Yeah, thanks. Right. They have a very explosive offense in Vinica, so we're hoping they can bring a little bit of that to the national team. У них очень сильное нападение в Виннице, и Алфи надеется, что они смогут привнести это в национальную команду. Right. The next two picks from the Lvov Lions, wide receiver, Markian Shekel, and running back, Fedina Severin. Раннинбек Северин Федина и никак не могу запомнить, он у меня даже в друзьях есть на Фейсбуке. Вот. Шекель Маркиян. Шекель Маркиян, wide receiver. Yeah. Yeah, right. Cool. So, young talents, still growing, going to really contribute to the team. Опять же, юные таланты до сих пор развиваются, и будет очень большой вклад в команду. Right. So, you can never have too many linemen. So, the next pick from the, again, Lviv Lions, Kostya Shai. Костя Шай из Львовских Львов, который играет на позиции defense lineman. Lineman, offensive lineman. Offense lineman. Yeah, right. The next pick
Also, an offensive lineman from the Kharkiv Atlants, Alexander Protopopov. Александр Протопопов. Протопопов или Протопопов. Protopopov. Я прошу прощения, Yes, наверное, yes, как это yeah, будет yeah. звучать. Да, из харьковских атлантов тоже лаймен. Yes, yes. So I'm gonna have to figure out a nickname for that. Yeah. Right. Алфи говорит, что придется придумать ему какую-то кличку. But great. Seen him on film, heard great things about him and the team, so we look forward to having him. Алфи очень много слышал о нем и также имел возможность увидеть его, поэтому очень сильно ждет, чтобы увидеть, опять же, взаимодействие. Okay. The next player, wide receiver from the Kiev Bulldogs, Nikita Kopus. Никита Копус из киевских бульдогов, который претендует на позицию вайд-ресивера, но, насколько знаю, он еще играет на позиции тайтенда. Вот, тоже очень взрывной парень, очень атлетичный. Я думаю, что у него получится пробиться в основу сборной. Yeah. Very easy to coach, very good guy, does a lot of the right things. Очень легок в общении и так же само вот в тренировках. Замечательный парень, если брать на личности, и делает очень много хороших вещей. Okay. The next pick, defensive end from the Kiev Slavs, Dmitry Solovanchuk. Дмитрий Серванчук, defensive end из киевских славян. Okay. So I believe the first entry from the Kiev Slavs. Наверное, первый участник из Киевславска. Okay. The next pick, linebacker from the Kiev Bandits, part of that very talented linebacking core, Sergei Ovcharenko. Сергей Овчаренко, лайнбекер из киевских бандитов. Now there is one more pick in the second round. И еще один пик во втором раунде. Right? D-tackle, defensive end, Vitko Danil. Витко Данил, который претендует на позицию D-tackle и defensive end, который тоже играет в киевских бандитах. Напомню, что Данил играет всего второй сезон. So that is the final pick of the second round. Это был заключительный пик из второго раунда. Переходим к третьему. All right. So, continue. Yeah. So, a bit shorter this round. For the third round, we have from the Kharkiv Atlants, wide receiver Sergei Klochko. Сергей Клочко, вайд-ресивер из харьковских атлантов. The next three picks are actually from the Azov Dolphins, right? Very talented team, currently in the C division. Wide receiver Dmitro Tatarin. Linebacker Sergei Obodenko. And quarterback Oleg Gaber. Следующие три игрока, все представители азовских дельфинов. Это, кстати, три представителя, наверное, единственные, да, которые попадут, ну, пока, по крайней мере, вот то, что я услышал. Это Татарин Дмитрий, который вайд-ресивер, Ободенко Сергей на позиции лайнбекера. Насколько я смотрел турнирные таблицы и статистику, он, по-моему, лидирует по теклам в своем дивизионе. Вот. И Габер Олег, который претендует на позицию квотербека. The next pick is a running back by the name of Andrei Yashuk. Андрей Ящук на позицию раннинбека, единственный представитель гепардов. And to close out the Ukrainian national team draft, the final pick, a defensive lineman, also from the Azov Dolphins, Viktor Astahov. Есть еще один представитель из азовских дельфинов, это Виктор Астахов, который играет на позиции defensive tackle. И это заключительный игрок в сегодняшнем отборе. Скажем так, судя по фамилиям, особенно которые были названы в первом пике, я понимаю, что борьба будет очень
очень и очень тяжелой и запеклой, так как говорят у нас. Жесткой. Да. Переведи, Диана, пожалуйста, Алфи, и хотелось бы услышать его комментарии, в принципе, о том, что будет происходить в тренировочном лагере. Yes, Oleg said that the fighting between the players will be just like very rough and very aggressive. And Oleg wants to hear something about training and continuing of picking. Sure. We have a camp coming up on the 30th. What we're focusing on is competition. Right? These guys were all picked because they are the best of the best. Есть лагерь, в котором будет происходить все как раз таки, скажем так, схватки, и вот на которые и ориентируется все. И тоже Алфи говорит, что все игроки, которые были выбраны, это лучшие из лучших. Да, и тренировочный процесс будет построен на соревновании. То есть это не просто прохождение каких-то, ну я добавлю, наверное, от себя чуть-чуть там трудностей перевода, не просто прохождение каких-то определенных упражнений, а это будет соревнование за позицию. Вот, и это будет борьба, скажем так, на определение лучшего претендента. Поэтому пока что, скажем так, вот все ребята, которые зачитаны в списке, не факт, что первый пик попадет и второй пик попадет. Вот, поэтому у всех есть шанс, и это очень классно, когда ты назван там, в третьем пике и выберешься в сборную в основу. We don't have a lot of time, which is why we expect these players to be professional and to come out and give maximum effort. We are asking players who are stars on their teams to give up and sacrifice and be a part of the Ukrainian national team. Опять же, из-за нехватки времени просим выкладываться всех игроков по максимуму, и вот даже тех игроков, которые были, скажем так, звездами своих командах, пожертвовать всем, и чтобы стать частью национальной команды. Yeah. The great thing about this team is that it doesn't matter if you're a lumberjack or a lion or a patriot or a joker, you're Ukrainian. Одна тоже из самых важных частей этой команды — это то, что неважно из какой-то своей команды, из дельфинов, львов или лесорубов, мы все украинцы. The challenge when you put together an all-star team is getting them to play together. You know, it's not about the talent. It's about playing together. All the other national teams will have talent. They practice also. They pick from their leagues the same as we're doing here. And as Coach Williams said, that it's about we're playing for Ukraine, and there's a pride with this. So them coming together, as Coach said, no matter what, if you were a Joker or a Patriot or whatever team, or if you walked up, that you're still representing a country, and you hold that true and hold that high and hold that proud. Подсуммируя все сказанное будет главной задачей даже не скиллы самих игроков, а именно взаимодействие, потому что, опять же, вот как сказал тренер, да, как не все в команде, и поскольку, опять же, может быть даже элементы гордости, но главное помнить, что мы все украинцы, и мы все играем за одну команду, и неважно откуда, из какой команды ты ранее был. So now I have to say a couple of phrases about what's going on in the camp, and just like here's what's going on in camp, and here's what's waiting for you there. Yeah. All right. So I can just begin? Yeah. Okay. So the training camp that we're going to have is going to be about learning, all right? We do need to learn and grow, but it's going to be about competition. We're going to do everything fast. These guys know how to play football. It's not about the drills. It's about making sure we are all a team and all together. So I'm going to expect a lot from them. I'm going to challenge them. And at the end of the day, we're going to put a very good product out on the field. Главной задачей этого лагеря будет как и обучение, так и соревнования между игроками. И тоже Алфи ожидает максимальной отдачи, и чтобы, скажем так, в конце всего получить замечательный результат. Все игроки, названные во всех трех пиках, получат приглашение, и смотрите нас онлайн, наш лагерь. Всем пока.